Хе-хе! Приветствую, друзья, на канале Алекс Титанов, посвященному активному образу жизни пенсионеров. Сегодня у нас в программе велопоездка. Так, смотрите. Пришла моя резина на велосипед, на переднее колесо и тормозные колодки на задние тормоза. Надеюсь, что тут добавь. Почтальоны уже даже не звонят в дверь, просто бросают у двери. Прикольно, собственно говоря, это можно сразу забрать в шупинг велосипеда. Так, еще должны прийти мои компакт-диски. Ага, туда. Группа Sepultura, друзья. Сегодняшний велотур будет под музыку группы Sepultura. Говоря, мы сейчас сделаем импровизированную распаковку прямо в коридоре, прямо на лестничной площадке, чтобы я знал, какую группу сейчас включать в Spotify в наушниках. Если это с руками у меня получится все отобрать. Ну, ключами можно, в принципе, себе помочь. Цак. Цак. Сегодняшний тур, велотур. Я буду слушать под эту музыку, буду ехать под эту музыку. И сейчас я вам расскажу немножко пару слов за этот альбом. Может, так заклеить. Вот такая вот импровизированная распаковка, друзья. Собственно говоря, это альбом House ID, под который я вчера ездил на велосипеде. Все, сейчас дальнейшую распаковку продолжим уже дома, и дальше я поеду на велосипеде под эту музыку гонять, и все видео будет под музыку с этого диска. Погнали! Так, друзья, друганчики, я забыл воду на велосипед, а сегодня жаришка, все еще сентябрь, начало сентября, и у нас за 30 градусов, и без воды никак в велотуре, и пришлось подняться, вернуться домой. Соответственно, я сразу занес компакт-диск домой, и сразу уже скажу за группу Sepultura пару слов, и за, в частности, этот альбом. Значит, вот такая вот книжечка идет. Книжечка идет с компакт-диском. И, как бы это правильно назвать, эту книжечку? Полиграфия. Тут серьезные вещи обсуждаются, друзья. Я вам скажу в этих текстах этого альбома. Судя по картинкам. Грудерлих. В общем, да. Состояние вообще супер, как новый. Тут какой-то он еще реклама в 92-м году. Офигеть, вы только вдумайтесь, 92-й год. Митвох. 15 апреля 92-го года Sepultura где-то что, выступал или что, Хамбург. Прикольно, 92-й год. Так, состояние компакт-диска. Идеальное, друзья. Просто идеальное. Обошелся мне этот компакт-диск. Обошелся мне этот компакт-диск в целое состояние. А именно, сейчас я только открою, и мы все увидим, а именно в целых 3 евро с бесплатной доставкой. Так, давайте пару слов за саму группу Sepultura. Могила.
С португальского языка переводится как «могила». Бразильская метал-группа, образованная в 1984 году. За всю свою карьеру Sepultura выпустила 15, нифига себе, полноформатных альбомов и сменила много музыкальных жанров, среди которых black metal, death metal, thrash metal, groove metal, new metal. Sepultura сыграла важную роль в становлении бразильского металла и death metal вообще. Она является одним из важнейших исполнителей трэш металла на сегодняшний день. Во всем мире продано более 1 миллиона копий альбома Аризе. Он сертифицирован как платиновый, а 2 альбома Хаос и Родс сертифицированы РИА как золотые. Это означает, что только в США продано более полумиллиона копий каждого. Продажи альбомов Bennett The Remains по всему миру составляют 600 копий. Общие же продажи составляют более 15 миллионов копий альбомов, что достаточно редко для групп, играющих в экстремальных направлениях, свидетельствует о коммерческом успехе Sepultura. Название Sepultura в переводе с португальского означает «могила» и было дано группе Максом Кавалера после того, как он перевел текст песни Dancing on Your Grave, «Танцуя на твоей могиле» с альбома Perfect Day группы Motorhead. Произношение названия группы можно услышать в песне Bomb Stubborn. Интересно. Так, конкретно за этот альбом House ID, House нашей эры переводится. 5-й студийный альбом бразильской группы металла группы Sepultura, выпущенный 2 сентября 1993 года на лейбле Roadrunner Records и спродюсированный Энди Олсен. Если его предшественник Аризе был логическим продолжением всего раннего творчества группы, то на новом альбоме чувствуется переход к новому стилю грув-металлу. Также House заметно больше влияния народных бразильских мотивов. Вот что мне нравится в этой группе, вот эти бразильские народные мотивы. В метал исполнении это, конечно, бомба, которые Арис были предоставлены лишь некоторые переходы между композициями. Вокал Макса Кавалера на основе альбома стал грубее и жестче, а гитары приобрели типичное для групп металла пониженное звучание. Звуком, с которого начинается альбом House ID, соответственно, является сердцебиение ребенка Макса и Глории, который родился в январе 92 года. Нифига себе. Это альбом начинается с сердцебиения ребенка. Само название House ID Макс Кавалер в интервью журналу объясняет следующим образом. Мне всегда нравилось слово хаос. В мире был хаос последние 2000 лет. И кажется, что каждым днем все становится только хуже. Из-за такой ситуации альбом получил свое название. Ну вот так вот, друзья. Все. Это был компакт-диск группы Sepultura. Погнали его слушать и кататься на велосипеде. Погнали. Какого-то черта глючит телефон. Перезагружаю, не могу выехать, потому что не подключаются наушники, а без музыки я ехать не могу. Музыку ветра слушать не скучно. Пока мне этот чертов телефон загружается, распакую посылку, которая мне пришла. Посмотрите, этот телефон просто меня с ума сводит. Просто как легко свести с ума Алекса Титанова. Просто очень легко и просто. Для этого надо просто не соединять наушники с телефоном. Блять, я тут искал в телефоне этот альбом Sepultura. Теперь что, все заново? Нет, вот. Там ты шайся, играй давай. О, блядь. Блин. Играем. Давай, блин, уже включайся, все, блин, хватит тупить, тормозить. Уже полчаса не могу выехать никуда, потому что, блядь, не могу справиться с телефоном. Жаришка сегодня, будь здоров. Включайся. Включился. Я все равно распакую.
как профессиональный видео. Так, покрышку вижу. Покрышку вижу на переднее колесо. Окей. Где мои тормоза? Колодки тормозные. Отлично. Шимано. Все, выезжай. Еще раз, друзья, приветствую вас на своем канале Алекс Титанов. Наконец-то я выехал, у меня ни с того ни с сего вдруг перестали работать наушники. Обожаю такие моменты, особенно вот эти вот Bluetooth наушники. Они начинают, блядь, с ума просто сходить. Отключаться, подключаться, не подключаться. И вот ты когда уже стоишь такой на взводе, все, надо ехать. И они просто, блядь, в телефоне стоит, все подключено, все играет, плеер играет, Spotify играет, а в наушниках тишина. Я вообще не могу ездить на велосипеде, ничего не могу делать без музыки. Я прицепился к этому с музыки ветра. Я когда-то на какой группе, по-моему, велосипедной пытался какой-то коннекшн установить с местными, с тамошними завсегдатаями, этими велосипедистами, и меня просто убил, блин, когда я такой, а какую музыку слушать, там какие-то точки соприкосновения найти с этими, блин, разодетыми, блин, расфуфыренными велосипедистами, которые любят письками меряться, кто быстрее. И там, блядь, такой индюк. Они все мне какие-то напыщенными индюками кажутся. Может, они не такие на самом деле. Ладно. Но когда один такой, какая музыка? Я люблю слушать музыку ветра в этом велотурах. Ебать, блядь, какую музыку ветра, блядь. Ебанько, блядь. И пошел домой, взял воду. Записал, посмотрел про Сепультуру пару слов. Спустился, открыл пакет с резиной. Подключил наушники 125 раза. Вообще я терпеть не могу долгие сборы. Я так вышел, сел, поехал. И когда начинается, так, тут тут закончилась память, здесь не работает, тут не включается, тут надо подкачать колесо, тут смазать, блять, и ты такой час собираешься, чтобы выехать. Поеду сегодня тем же путем, что и вчера, так что ничего нового вы там для себя не увидите. Будет тот же самый пейзаж, только под другую музыку. Под музыку группы Сепультура, альбом Хаос АС, или как он там, короче, Хаос. И потому что ветер сумасшедший сегодня. Я думал, хотел поехать в другую сторону, поехал, а там все, что в сторону моря, такой ветер ураганный, просто сегодня ураган. А я поеду по этому же маршруту вчерашнему, потому что тут низина, тут тоже будет ветер, но поменьше, надеюсь, по крайней мере. Группа Сепультура для меня была неимоверно тяжелой группой, которую я не мог слушать, когда... Это же вот альбомы, которые вот этот, который я все заказал, это все ж тех времен 90-х, там, 93-й год, вот конкретно этот альбом. И как раз тогда, когда я начинал слушать в 90-х метал, этот Сепультура, это для меня был жесткий жестяк, я ее не вывозил. А сейчас, чем старее становлюсь, через 35 лет, прямо сейчас заходит прямо отлично. Как раз сейчас уже не очень она тяжелая по сравнению с современной музыкой, метал музыкой. Сепультура такая себе мелодичная история. И что еще хотел сказать здесь? А, вот это вот периодически они такие uno, dos, tres, cuatro. И вот
на языке сепультуры это так круто звучит, когда ты просто говоришь. Я, кстати, в школе учил испанский там. Это такая миловидный язык испанский. Uno, dos, tres, cuatros, такой на распев. Но когда это говорит сепультура, прямо мурашки по коже-то. Uno, dos, tres, cuatros. Прямо периодически это вставляют. Прямо. Тебе я сегодня собираюсь проехать 36 километров минимально, по максимуму 50. Ветреная, звездец как. Приставил камеру к самой роже, потому что ветер, мне кажется, меня ни хера не слышно. Да. Почему 36? Для круглой цифры у меня в Страве будет 2700 километров в этом году. Начало сентября. Результат шикарный. То есть я хочу до круглой цифры добить до 2700. Нажрался как бобик. Фу. И в прошлом году, чтобы так вот было понятно, я за весь год проехал 2300 километров. Позапрошлом 2500. А сейчас только сентябрь, я уже 2700 проехал. И это еще без нового велосипеда. Что происходит? Гнать вообще гнать не буду, очень ветрено. Не знаю, или я справлюсь вообще 36. Пока еще еду туда, но если такой же ветер будет обратно, то это будет капец скорость, 15 км в час. Чтобы вы понимали, вот смотрите, как деревья гнутся. Вон ива как. Очень ветрено. Какой сейчас ветер? Я еду с горы. И еду очень медленно, потому что ветер такой сумасшедший, что мне еще приходится маслать педалями, чтобы ехать. И вот сейчас я уже еду с горы, и скорость минимальная. Обычно я здесь под 50 лечу, а сейчас такой ветер, что просто на минимуме.
жаришка! Это же, это ураган сегодня. А? За что вам рассказать, друзья? Что без каждых 5 минут. Получается, я слушаю другой альбом Sepultura, который я тоже купил и должен который прийти на днях ко мне. Надо ближе камеру, а то от этого ветра, скорее всего, ни черта не слышно. Фу! Надеюсь, он сегодня-завтра придет и следующий велотур. Я еще завтра свободен. Завтра еще можно полтинничек накрутить. И можно было бы уже под музыку со следующего, с этого альбома, который сейчас у меня в наушниках, замутить. До вот этого вот дерева за Марлов, город Марлов за ним, то это ровно 30 километров будет туда-обратно. Но этого маловато. Поедем еще. Ураган, просто ураган.
Ёбаная страва, сука. Поэтому всегда надо проверять гребаные приложения, блядь. Мразота. Я сейчас его включил, думаю, посмотрю, блядь. А он ни хера не записывает. Скотина! Он просто, вон, блядь, завис, когда я выехал из дома, блин. Он 30 метров или 3 метра я проехал, он показывает, и все, блин. Скотина, блин. Блин, 20 километров зря проехал. Вы думаете, на первый раз со Стравой так происходит? С ебаным этим телефоном, когда он зависает какого-то хуя. Обожаю эти моменты. Против ветра я греб, чтобы до 2700 округлить количество километров, а он ни хера не считал. Ветер просто ураган. Просто, блядь, ебаный ураган. Years of fighting, teaching my son to believe in that man, racist human being, raised this while we live, shame and regret of the pride you once possessed, war for territory, war for territory. Стоит на мосту касса, 2 стульчика. Тут будут сидеть кассиры. Ага. И кассировать билетики. Из Стравы придется дальше ехать. Я вообще даже 50 не планировал ехать толком. Сейчас надо хотя бы 60 проехать. Посмотрел на цепь, а она в немножко грустном состоянии, друзья. Масла-то нету вообще. Хотя я не учитываю, что я каждый день-то херачу минимум по полтиннику. И этот момент я вообще не учитываю. Что мне ее надо смазывать почаще, чем обычно. Покрышка. Не знаю, пришла новая. Наверное, еще погоняю потру эту еще до упора. До тех пор, пока не начнет прокалываться. Проколывать часто. Тут еще следы протектора есть. Мне кажется, на месяца 3 точно можно ездить. Хотя скоро придет новый велосипед, и вряд ли я вообще на этом буду ездить.
команды. 29 километров получилось. И хватит. Senseless violence all around. Who is it that keeps us down? Down. What of free drives? Turn down the light. Друзья, рассказывать нечего, кроме того, чтобы показать, какая здесь убитая дорога. Просто вот этот кусок, пару километров за этим, за Бад-Зюльце городом. Просто плиты, разбитые плиты, тут еще нормально. Там дальше просто как будто после бомбежки. Тут только на МТБ. Не знаю, здесь гревел проедет, просто без рук останешься. Да, рассказывать нечего. Еду домой и уже немножко продолжим дома слушать дальше этот альбом Сепультуры под рисование, под то, что я сейчас рисую в программе Procreate. Кто не в курсе, я еще рисую. Точнее, самообучаюсь. Сейчас еще брусчатка начнется тоже. Класс, обожаю. Зубодробилка. Кто не в курсе, я рисую, самообучаюсь. Рисую на планшете, на iPad, iPad Pro. В программе Procreate. Но это рисование стилусом, рукой, абсолютно так же самое, как и было бы на бумаге. То есть сначала набросок, эскиз, потом красками. Ебать, сука! Ну и дорога здесь, блядь. Ах, хуй мали. Я буду ехать по ветру. Я все равно еду против ветра. Ну, правда, здесь перпендикулярный такой кусок, может, сейчас будет. По идее, должен быть сейчас в спину. Да, и рисую, и, наверное, следующие мои видео уже надо как-то к единому стилю привести, а то у меня все как-то все время разношерстно. Раз так, раз об этом. Наверное, это будут видео велопокатухи, велотуры с распаковкой компакт-дисков под музыку с этих дисков, с рисованием под музыку с этих компакт-дисков. В общем, будет рисование и велотуры под эту музыку с тех компакт-дисков, которые я приобрел, которые у меня есть в коллекции, которые я приобрел себе в коллекцию. Вот, поэтому еду домой. Сейчас будет дальше рисование. Ну, как я приеду домой, сообщу вам торжественно, сколько километров я проехал, какая скорость получилась. Нет, какая скорость получилась, не получится сказать, потому что Strava ни хера не считала. Только километраж с приложения Real Life. Ну, собственно говоря, уже могу его сказать, 60 километров будет, даже 58. Вот, и дальше порисуем. Ну и вот так вот. Мимо змеи маленькой. Неужели уползла? Да ладно! Нифига себе, она со скоростью звука уползла. Я проехал метров 5 от нее. Она ползла по асфальту, затормозила, ее уже нету. Просто след простыл. Да ладно. Такая маленькая черная змея. Фига себе. Как она это делает? Ха. Я затормозил, вернулся, хотел ее снять. Она уже исчезла. Прикольно. Такой контент. Уполз.
Может мне кто-то объяснить, не знаю, или включилась уже камера, почему меня так раздражают люди в полной велоэкипировке, которые ездят просто по вот этой вот велодорожке, на которой может только произойти, что ты, блядь, хер его знаешь. Я не знаю, что может произойти на вот этой велодорожке. Ровной прямой велодорожке на километров 100, которая туда-обратно. Блять, они экипированы, что пиздец какой-то. Вот просто очки на пол лица, шлем на всю голову. Супер-пупер обтекающая какая-то форма. Какие-то велосипеды невъебенные. Куда они, блядь, едут? Нахуй здесь шлем? Вот, блядь, вот меня просто раздражают эти типы. Вот я реально... Я понимаю шлем, если я буду кататься по вот таким вот дорогам. Это минимум. Вот с машинами, да, вот тогда бы я, наверное, одену шлем, если я такой, блин, что-то мне как-то по этим велодорожкам скучно. Хочу ездить там с 30 средней скоростью по автодорогам. Вот тогда я, наверное, одену шлем. А так, блядь, по велодорожкам этим скучным ездить в полной экипировке с таким видом, блядь, как будто это Тур де Франс какой-то, блин, сейчас проходит у него. God, our children
to put me down. Propaganda hides your scum. Face to face to the web for what to say. Got in my way, now you have to pay. Don't believe what you see. Don't believe what you read. No. I know my ways, I'm here to stay. I didn't start all this yesterday. I prove you wrong all the way. Life teaches me you always alone. Don't believe what you see. Don't believe what you read. No. Real summon, not a dude, split people, get up, in for real. Save the art, all rules back. Some and other secret plans. No! 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 Biotech! 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 Say what? Free by the Amazon of cells on life itself. Go right for its own. Ladies get nothing. Biotech, biotech, biotech. It's Godzilla. Godzilla. Mutations cooking labs, automatic experiments, new food and medicine, new germs and accidents, like Kumato, words small polluted down, air melts your face, they must turn all around. Biotechnology, anyone so bad, like all technology, it's in the wrong hand. Control corporations, don't even them. When lots of people die from what they make. Biotech, biotech, biotech is hate. Stop!
inside their minds. Closing the action time no longer sound. The ancient visions fell. Moving off my culture, my beliefs have no more tales.
that you have done. We think of betrayal in 7th grade. One of your brownies you was doing your own. Just a silhouette finger on the marketplace, where the hell is trying on the broken glass. All for the bridge by the old canal, where the shadow stands on the lighted wall. Stop to light up a cigarette, and we dive into a doorway. No police, no summons, no courts of law. No, 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 no proper procedure, no rules of war. No, 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 no mitigated circumstance. No, 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 no lawyer's fee, no second chance. No, 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 no. Their lessons get in trouble on their own home beat. Their own phone better in the open street. City of Mars. Their eyes deceive but say nothing at all. Their ears they hear but they don't recall. City of Mars. So we follow your man back to your front door, and we're waiting for you outside. Cause not everybody here is scared of you. Not everybody passes on the other side. No police, no summers,